Истинный монстр в мире подводных обитателей. И речь не только о бесполинских размерах, но и об отменном аппетите, который побуждает охотника искать абсолютно новые источники пищи. Ради достижения цели он научился преодолевать границу, смертельную для большинства себе подобных. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – настоящий подводный бегемот, который может выбрать в качестве мишени даже человека. Встречайте, обыкновенный сом. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Обыкновенный или европейский сом – вполне типичный обитатель европейских рек и озер, который может вырасти до невероятных размеров. Крупнейшей выловленной особью была рыба весом более 300 килограмм, длиной свыше 3 метров и возрастом около 80 лет. Разумеется, чтобы достигнуть таких размеров, сому нужно чрезвычайно много калорийной пищи, которую проще всего получить, поедая своих соседей. Поэтому эволюция одарила его целым арсеналом подводного охотника. Мизерные на фоне тела глаза не дают полной картины происходящего, но взамен по всему телу сома расположено около 250 тысяч чувствительных рецепторов, большинство из которых сосредоточено в области рта и на 3 парах усов. Особенно это касается длинных и подвижных верхних, которые в свою очередь являются превосходными органами осязания. Поэтому хищник способен ориентироваться даже в полной темноте, улавливая движение отдаленных целей. Не менее важна боковая линия, которая особенно чувствительна к вибрациям, издаваемым надводными обитателями. И, наконец, особое значение играет обоняние. Ноздри имеют не только входы, но и отдельные выходы. Таким образом, фильтруемая через них вода сообщает охотнику всю полезную информацию. Охотничьи инстинкты просыпаются в рыбе с самого раннего возраста. Добычей сома становятся насекомые, мелкие рыбы и ракообразные. На такой диете хищник прибавляет по 1 килограмму ежегодно в первые 6 лет жизни. Однако с возрастом аппетиты гиганта многократно растут. Сом известен как хищник-одиночка, который проводит большую часть жизни в глубокой яме, лишь иногда покидая ее в поисках пищи. Но когда добыча в изобилии, громадные рыбины вполне терпимы друг к другу и даже могут собираться большими группами, загоняя мелких рыбешек в ловушку. Своими массивными телами хищники преграждают путь на спасительную глубину и, пользуясь паникой, пытаются заглотить добычу. Гигантский рот усеян сотнями мелких, но острых зубов, которые непригодны для жевания или разделывания пищи. Но в тандеме с невероятно сильными челюстями они обеспечивают надежную фиксацию добычи, у которой уже нет шансов покинуть смертельные тиски. Самы, как никто другой, известны умением приспосабливаться практически к любым условиям. Их сплющенное скользкое тело словно создано для обитания на глубине. Кроме того, это ночные хищники, но в зависимости от типа добычи, они могут охотиться солнечным днем в толще воды или даже на ее поверхности. Например, во Франции в жаркий летний день тысячи голубей спускаются к водоемам, чтобы утолить жажду. И подводные охотники быстро улавливают их присутствие. Ни палящее солнце, ни отсутствие привычной глубины не останавливает голодную рыбу, которая терпеливо высматривает наименее бдительных пернатых. Она не торопится нападать, ведь есть риск не только лишиться обеда, но и оказаться на суше. Несмотря на это, за чередой неудач всегда следует успешная атака.
Таким образом, летом рацион многих местных самов почти на 80% состоит из голубей, и каждая третья атака приносит им новый трофей. Судя по всему, у самов есть невероятные способности к обучению, поэтому молодняк быстро перенимает навыки опытных птицеловов. Молодой сом может быть довольно активным хищником, но с возрастом он достигает таких размеров, что от былой стремительности и маневренности не остается и следа. Поэтому гигантский хищник предпочитает охотиться из засады, терпеливо выжидая, пока добыча сама не приблизится на опасное расстояние. Жертвой крупного хищника могут стать водоплавающие птицы и даже некоторые млекопитающие, рискнувшие забрести поглубже в воду. И все-таки могут ли самы нападать на людей? О подобных случаях известно с давних времен. Кроме того, в желудках выловленных рыб не раз находили человеческие останки. Однако, скорее всего, жертвы уже были мертвы прежде, чем были найдены хищником. В современном мире самы весом около 100 кг – большая редкость. Но даже для таких монстров человек – слишком крупная мишень. Хотя время от времени появляются сообщения о пострадавших. Чаще всего целью охотника становится нога беспечных купальщиков. К счастью, обходится без серьезных последствий. Но если учитывать максимальные размеры сома, человек вполне может вписаться в его рацион. Среди рыболовов крупный сом является настоящим трофеем, ведь это невероятно сильная рыба, которая может сопротивляться не 1 час. При этом мясо крупных особей по вкусовым качествам проигрывает другим рыбам, поэтому поимка гигантов в основном лишь спортивное состязание. И особой удачей считается поклевка невероятно редких альбиносов. В своей среде сом является высшим хищником, и в рамках мировой популяции ему ничего не угрожает. Он превосходно адаптируется к незнакомым условиям и осваивает новые водоемы, хотя в отдельных регионах численность гигантов сократилась. Поэтому, несмотря на неприхотливость, рыба все же нуждается в мерах по сохранению. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!